5 способов научить ребенка выражать свои чувства. Есть несколько способов, которые помогают распознать чувства и управлять ими. Учить этому нужно детей именно потому, что в свое время, если мы освоим этот навык переживать свои эмоции и справляться с ними, уже во взрослом возрасте нам будет намного легче. Итак, что же нужно делать взрослым, родителям, чтобы помогать ребенку осваивать весь спектр эмоций? Самое первое – это не мешать. Не отказывайте ребенку в чувствах, иначе он может подумать, что испытывать какие-то эмоции – это плохо. Поэтому не самый лучший способ запрещать своему ребенку выражать эмоции. Не грусти, ну что ты раздражаешься. Это все мешает, все замыкает эмоции внутри. Ребенок может испытывать негативные эмоции, и нам нужно учить, например, выражать злость, выражать грусть, но именно выражать, а не запрещать эмоцию, не блокировать ее собственным невниманием или каким-то запретом. Если вам хочется просто переключить внимание ребенка на какую-то другую эмоцию, это можно делать, но не делайте этого постоянно. Второй способ – назовите чувства. Убедитесь, что ребенок точно знает, как обозначить то или иное чувство. Это поможет ему ориентироваться в бурном море эмоций. Конечно же, вам нужно объяснить ребенку, что с ним происходит. Здесь ключевым фактором является поддержание беседы с ребенком. Если ребенок кричит или плачет, потому что кто-то взял его игрушку, помогите ему назвать его чувства. Похоже, ты очень злишься, потому что мальчик поступил нехорошо, он забрал твою игрушку. Да, это бывает очень обидно. Третье. Говорите о чувствах. Даже если вы считаете, что разговоры – это глупости, что это неуместно, делать это необходимо. Дело в том, что мы все испытываем самые разные эмоции. Мы все плачем, включая и взрослых людей, и сильных мужчин, и женщин. Рассказывайте ребенку о том, что вы испытываете. Это позволит ребенку узнавать чувства в другом человеке. И лучше всего, если ребенок услышит, что вы грустите, опечалены или злитесь, и при этом вы не лежите на полу, не заливаетесь слезами, и не бьете ногами об пол. Совершенно правильно показывать ребенку то, как нужно адекватно переживать свои эмоции, как нужно выражать свои чувства. Мне грустно, меня что-то раздражает, я злюсь, я расстроена. Все эти негативные переживания можно и нужно описывать своему ребенку. Да, не следует делать это чрезмерно, не надо эйфорически все это показывать. Но то, как вы переживаете разные эмоции, будет ребенку очень и очень полезно. Четвертое. Игры с эмоциями. Дети обожают играть, поэтому обучение эмоциональной грамоте может происходить легко во время самых обычных игр. Просто с небольшими дополнениями. Например, возьмите мягкие игрушки и измените игру с ними, превратив игру в ролевую игру с персонажами, у которых есть разные характеры. Ворчливый ежик, сердитый кот. Используйте, например, язык миньонов при общении с ребенком, потому что на миньонском языке самое главное не что вы произносите, а эмоции, как вы это произносите. Самое главное – это интонация и такой слегка искаженный вид самих слов. Да, кстати, играть в игру с миньонским языком можно только с детьми, которые уже умеют разговаривать. Пара слов на миньонском. Та-та-та-пала-ту, тиамо, пупай, булака, банана, патата, желата, букаката, бум, 10 ля. Ривиоли, макароли, сосисон. Я очень люблю этот язык, он очень
нравится детям, и на занятиях он стал нашим таким секретным языком. Когда ребенок злится, опечален, взгрустнул, обижен, он не может выразить словами свои эмоции, иногда мы используем миньонский. Еще одна игра с эмоциями называется «Станьте мимом». Покажите разные эмоции. Ну, например, да, разъяренный лев или тигр, ярость или злость, как грустит одинокая капелька или радуется какой-нибудь солнечный зайчик. Пусть ваш ребенок пытается отгадать именно эмоцию. Да? Сначала вы, например, показываете разные эмоции ребенку, он отгадывает, а потом вы можете поменяться местами. Теперь уже малыш будет показывать эмоцию, а вы будете ее отгадывать. Следующий, пятый способ – это предлагать альтернативу. Когда ваш ребенок хочет взорваться, покажите ему другие пути, как справляться с эмоциями. Покажите, например, как можно топать ножками, как гиппопотам, вместо того, чтобы лягаться или толкать кого-то. Сделайте глубокий вдох и выдох, подышите вместе с ребенком глубоко. Это отличный способ справиться с подступающими слезами или обидой. Помните, если вы делаете хоть одно из этих упражнений регулярно, это хороший способ найти эмоциональный центр и для вашего ребенка, и для себя. Ну и самое главное, как бы это ни казалось вам удивительным, но когда вы говорите про чувства и про эмоции с детьми, когда вы учите ребенка их осваивать, вы сами прокачиваете свой навык эмоциональной регуляции. Наши дети прекрасные учителя для нас. И для нас очень важно осознавать свои эмоции и адекватно их выражать. Большое вам спасибо. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.